Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера в Dreams Dry Times. Ну что, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. По поводу ролевых игр. А вы нигде не видели тут книгу с плохими шутками? Ага, взяли одну такую с фестиваля и потеряли там же свою книгу для ролевой игры. Отстой! Можно мне ее? Конечно, мы выбросили ее. Выбросили куда? Куда-то за пределами пещеры. Ладно. Мне нужно идти. За пределами, походу, вот этой пещеры они ее выкинули, ребят. Так, а вот орхидею рвать нельзя. Попробую еще раз куст проверить. Может, те ребята забросили книжку шуток сюда? Книга шуток. Ха-ха-ха! Ура! Вот она. Это, наверное, книга шуток Льюиса. Ну что ж, ребята, надо отдать Льюису его книгу шуток. Перемещаемся в локацию, где Льюис на сцене пытается безуспешно веселить пустой зал. Итак, выбираем книга шуток и отдаем Льюису. Вот твоя книга шуток. Ура, это она! Наконец-то странный, добрый, качественный юмор. Сзади даже есть приложение, в котором можно указать, кого какая шутка оскорбит. Не забывай эту свою ролевую хрень. Забирай свою эту ролевую хрень. Спасибо. Привет и всем добро пожаловать на шоу. Теперь все в порядке. Сегодня нашему вниманию проверенный репертуар шуток. Снова. Хочу сразу извиниться перед всеми маргинальными группами. Например, перед женщинами. Сегодня эта сцена безопасной территории безвкусного юмора. Будем шутить, как в былые времена. И никому не придется извиняться за шутки. И здесь все дозволено. Можно публично раздеться. Ладно, может и не все дозволено. В общем, приготовьтесь. Блондинка разбила вертолет. Следователь ее спрашивает: зачем? Та отвечает: мне стало холодно, я выключила вентилятор. Вообще оборжешься. Выключила вентилятор. Ну что ж, я предлагаю обратно идти за водопад в нашу пещеру. Блин, а я вот с этим, кстати, и взаимодействовал. Итак, каменная плита, раз. Розетка. Здесь что закреплено? Устройство. В таком виде не работает, чего-то не хватает. Если я, допустим, это колесо оставить как есть. Хорошо, а если вот так вот сделать? Туда идеально садится каменный диск. Так, я не понял, а второй диск туда, что ли, надо? Хорошо, два диска. Туда идеально садится каменный диск. Ну, это было. Устройство. Ага, чего-то не хватает. Я не понял, как эта хренотень работает. Я просто предлагаю отсюда выходить. И, наверное, уже осмотреться на острове по взаимодействиям. Так, что мы здесь видим? Орхидея. Ну, она вроде как бы ядовитая, ребят. Так, что здесь? Дырка, проход через руины. Так, ну тут вроде ничего нового нету, но я заметил какую-то дырку, получается, в камне. Я вижу что-то через эту дырку. По камне что-то, какая-то фигня. Ну-ка, погоди. Давай еще раз посмотрим. Я что-то здесь вижу. Две звездочки, два пальца, рот. Понял. Ладно, я хочу вернуться обратно в эту
Это водопад, и я, походу, знаю, что надо делать. Так, выходим за водопад. Я нашел еще одну плиту. Я просто ее подобрал, я про нее забыл. Вставляем в устройство. Туда идеально садится каменный диск. Похоже, теперь все диски на месте. А теперь крутим барабан. Итак, я, в принципе, запомнил. Так, нет. Два пальца друг перед дружкой. Здесь, короче... Ой. Вот. И, получается, вот такие рожки были. Вот. И что дальше? Но, блин, я как понял, ничего, ребята, вообще не происходит. То есть я вхожу, их кручу, а я их правильно выставил. То есть, по идее, очередной ступор в игре. Мы видим, как в розетку, получается, светится это. А что, если мы его отразим? У меня же есть зеркальце. Положим. Ух ты! И что это? Так, я вижу символы, надо запомнить ромбик и две вот этих хрени. Их надо выставить перед входом в пещеру. Давай, Ларри, беги уже быстрей. И попробуем их выставить. Он пока идет, уже тут забыть это все реально. Так. Мне, получается, нужен ромб. Нет. 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 Похоже, не похоже. Ребята, я ошибся, получается, в одном символе. Я сейчас исправил ошибку. И теперь нажимаю на рычаг. Походу, что-то произошло все-таки, наконец-то. Есть. Я как понимаю, надо еще смотреть в дырку. Я что-то вижу через эту дырку. Итак, запоминаем. Ага, я ни хрена не запомнил. Ну-ка, давай еще смотреть. И отсюда. Дырка. Обезьяна, рука привет и шапочка. Итак, обезьянья башка. Шапочка. И рука привет. Нет, рука привет. Как-то так. Выходим. Внимательно запоминаем фигуры. Так, получается два полукруга, треугольник и пол. И такой. Вот. Давай, нажимай ручку, Ларри. В принципе, как совет, ребята, делайте скрины и подглядывайте. Тогда будет как-то, наверное, попроще. Ну что, давайте смотрим следующую картинку. Я что-то вижу через дырку. Нос, пальцы вот так и рога. Нам нужен... Блин, нос же был. Ё-моё. Не рандомно, что ли, идут? Пальцы так. И рога. Какие рога-то? Настоящие рога. О! Теперь выходим. Ну что, ищем. По-моему, вот так. Нет, не то. Ищем. Блин, я ее пролистнул. Вот. Это третья, получается, фигура, которая получилась. И нажимаем рычаг. Ура, мы открыли дверь. Ага, сработало, а теперь вход в руины открыт. Ну что, я предлагаю пройти все-таки в эту пещеру. Ого.
Похоже, деревянная ручка соединена с люком. А статуя ящерицы, я уже догадываюсь, что будет в восторге. А почему она будет в восторге, мне интересно. Так, давай... Статуя, я к этому не прикоснусь, иначе во время полетит фильней ножей или что-то типа того. То есть Ларри боится ловушек. Подозрительный какой-то рычаг. Нет, я ни за что ничего здесь не буду трогать. Жизнь научила. А люк? Я туда не стану, я не сумасшедший. Каменная дверь. Да, просто если толкнуть. Не, ну в принципе, как площадка для игры, она, это, кстати, неплохая, я бы даже сказал. Предлагаю предложить данную тему еще двум персонажам, с которыми я еще пока, кстати, не разговаривал. Дымный и краснорубашечник, надо бы с ними побазарить. Ого, дымный медведь, ты тоже здесь? Ларри Лаффер. Краснорубашечник, это о нем я тебе рассказывал. Он открыл мне глаза на великую истину. О, это большая честь! Надеюсь, я тоже могу испытать такое озарение. Ты должен... Что должно быть в ролевой игре? Я хочу отыскать следы древней цивилизации, которая может стоять за этим заговором. И я думаю, приключение будет межзвездным. Будут инопланетяне расы, и мы сможем жить там. Настоящий шаг вперед для человечества, мир и мудрость. Ты же раньше говорил, что хочешь надрать задницу инопланетянам. Ну, по чисто драматургическим причинам, конечно же. Кроме того, я очень хочу сразиться в кулаках с Человеком-ящером, чтобы он порвал мне рубашку и все увидели мои мышцы. Люди-ящеры где? Нельзя было выбрасывать старую шапочку из фольги, это новое, полное фуфло. Я не при первом контакте, конечно же, но поэтому потребуется выполнение другой директивы. Где люди-ящерица? Тихо, дымно, тихо. Я ни одного такого не видел. Это значит, что они хорошо прячутся. Но без гейммастера ничего не получится. Это типа 2 точно знает, как должно быть. Ага. А я могу быть гейммастером. Думаешь, ты потянешь? Пускай попробуют. Главное, чтобы было сражение. Нам еще нужна идеальная обстановка. Ты нашел что-нибудь? Да, я знаю идеальное место, где можно провести отличную ролевую игру. О, отлично, вперед! Ладно, вперед, жду не дождусь. А мне здесь не нравится, они наблюдают за мной, я чувствую. Давайте начинать уже, давайте. Итак, ваш корабль потерпел крушение на планете инопланетян. Вы находите остатки древней цивилизации, очень хорошо. Что-то приближается, это бестелесный разум. О, как в 165-й серии. Не теряя времени, вы, существо вселяется... Статую ящерицы. Отлично! Ящерица оживает. Она приближается противно скрежеща. Я открываю руководство Звездного флота и ищу правила проведения игр при первом контакте со статуями межевыми ящериц. Да-да, конечно. И вдруг она внезапно набрасывается, пытаясь раздавить вас. Вы переводите частоту импульсов трикодера на Альфа-7. Потому что это изменит молекулярную структуру статуи ящерицы. Именно это я и собирался сказать. Статуя заморозилась. Не теряя времени, вы согласовываете дальнейшие действия с командованием Звездного флота. Да, именно так я и сделаю. Отличный сюжет. Но мне что делать теперь? Ситуация ящерицы стоит на люке с ловушкой. Она снова медленно просыпается. В последний момент ты дергаешь за рычаг. Да, да! Его похитили пришельцы! Эй, как ты там внизу?
Я победил. Бестелесный разум, конечно, ты герой дня. Это было круто. У меня даже порвалась рубашка и кровь пошла. Но почему-то нога перекручена. Это мои кости. Вызову корабельного врача. Ну что, думный медведь, я приглашаю тебя дальше, в руины. А что тут именно? Надо осветить немного ситуацию. Так, и что делать, я не пойму. Символ Луны, символ Солнца. Хе-хе. О! Ни хрена себе выключатели. Выглядит довольно опасно. Кажется, я знаю, кого такое заинтересует. Короче, ребят, у меня появилась блестящая идея. Почему бы на эту игру не пригласить бы Финла и Кайла? Там еще есть кто-нибудь? Надо признаться, оно немного побаливает. Можно мне пару таблеток Звездного флота? Здесь что-то шуршит. Может, это орионская рыбыня? Эй, барсук! Эй, барсук, фу, не лежи кровь! Ай, не надо жевать мою ногу! Ой! На тебе! Пиу-пиу! Правильно, отвали отсюда. Надеюсь, он не вернется. А с подкреплением или еще чем. Как рассадницы. Понятно. Так, ладно. Уходим. Как я уже сказал, Финлу и Кайлу, ну, двум вот этим озабоченным придуркам, программистам, я хочу предложить поиграть в комнате, где с груди мы включаем свет. Итак, поговорим-ка с Кайлом. Так. Я могу быть гейммастером. Кто? Ты? Ты не похож на гейммастера, лишь бы хватило на нас двоих. Конечно, хватит, но мы хотим играть в идеальном для нас месте. Что вы уже придумали? Мы хотели героически преследовать смертельные ловушки. Чем опаснее, тем лучше. Знаешь где-нибудь такое местечко? Да, я знаю идеальное место, где можно будет провести отличную ролевую игру. Что скажешь, Кайл? Хочешь попробовать? Да, скучнее, чем сейчас, уже некуда. Тогда вперед. Ладно, погнали. Надеюсь, там будет сексуальная космическая принцесса. Ладно, а почему бы нет? Итак, очаровательная принцесса по имени Лила, самая красивая женщина во вселенной. Была похищена из дворца на родной планете. Секскамия. Всего пару часов назад похитители злобные инопланетяне, которые хотят творить с ней всякие ужасы. Что на ней надето? Бикини из золота. Прекрасно. К счастью, два славных героя отправились в путь, чтобы спасти ее. Это мы с Финли. Придурок, я догадался, давай дальше. Эти двое проникают на космическую станцию, где заточена принцесса, и они с боем добираются до тюремного блока, но он защищен смертельно опасными ловушками. Шикарно, я почти вижу перед собой принцессу. Да, мне тоже зашло. Мы должны ее спасти. Принцесса ждет своих героев. Однако судьба расставила перед ними множество смертельных ловушек. Или пришельцев. И ей нужно простимулировать ваше воображение. Наше. Да, я хочу представить себе дворец. Лучше всего выключить свет, чтобы мы по-настоящему отыграли роли в темноте. Отличная идея. Ладно, это можно устроить. В принципе, если отключить грудь... ну что, ребята, гасим свет. Итак, символ Луны. Я выключу свет, и приключение начинается. Расскажи, что нужно сделать, чтобы встретиться со смертельными испытаниями. Хорошо, тут проблем не возникнет, они не будут смертельными, надеюсь.
Ты так думаешь, Ларри? Итак, к вам приближается злобный монстр с щупальцами. Вы... Так, перекатываетесь, бежите. Итак, вы прыгаете вперед. Держись, принцесса, мы уже в пути. Если потеряешь золото бикини, ничего страшного. Вперед! Пиу-пиу! Бум-бум! Вы убежали от монстра со щупальцами, но появляется дворцовая стража. Они стреляют по вам. Вы пригибаетесь как можно ниже. Оп! Шух! Ох! От выстрелов стена начинает рушиться. Вы перекатываетесь вперед. Оп! Берегись! Мы идем, принцесса! И тут из стен появляются межгалактические лучи смерти. Вы бежите со всех ног вперед. Мы почти на месте, нас ничто не остановит. Скорее! Получилось! Мы прошли все ловушки. Отличное приключение, Ларри. Что дальше? Свою часть работы по спасению принцессы вы сделали. Она у ваших ног и бесконечно благодарна вам. Вскоре она снимет золотое бикини, позовет вас в свои покои. Ох. А что сейчас нам делать? Просто ждите ее здесь. Не, ну это в принципе, конечно, блин, ребят, все очень круто. Отсюда да бы, конечно, бы... Так, а я не понял, а куда пройти-то надо? Дальше в руины, что ли? Здесь довольно грязно. Я вроде вижу здесь какие-то символы, но под грязью их едва видно. Понял, опять какая-то головоломка, что ли? Ну да, их не видно, получается. Ладно, у меня есть кое-какая идейка, что делать с этой пещерой. Только я не понял, как отсюда убраться, кстати. По-моему, вот так вот. В первую комнату выходим. И выходим вообще полностью прочь из пещеры. Я видел еще одного чувака. Я думаю, он не прочь тоже сыграть в ролевую игру. И может быть, он нам почистит пол. А иначе солнечных лучей, ну, реально их просто не видно. Уильям. Привет, я Ларри Лаффер. А ты выглядишь как путешественник во времени. Что? Как тебе такое вообще в голову пришло? Я уборщик. Этот вариант был сумасшедшим. Меня зовут... интересно, у тебя имя? Это родителей нужно благодарить. А как их звали? Прайм и Йоим. Это в ролевой игре? Ты... кто? Конечно же, межгалактический уборщик. А как-то не очень творческий, не находишь? Разве ролевая игра не позволяет, как ты примеряешь себе совершенно иную фигню? Но зачем же полностью отказываться от других способностей? К тому же швабра — оружие, которое она швейцарский нож в мире уборочного оборудования. Я много где бывала, но только на этом острове по-настоящему почувствовала, что значит со способностями. Что? Не слушай ее. Она не ладит с мужчинами, у которых есть необычный дар, как у нас с тобой. Я гейммастер, могу предложить тебе классную историю. Правда? Я там еще смогу наводить порядок. Лучше всего, если сюжет будет разворачиваться там, где настолько грязно, что мне придется... Здесь есть такое место. Ага, я точно знаю, где провести классную ролевую игру для тебя. Швабра пригодилась, погнали. Насколько я понимаю, сейчас ты расскажешь захватывающую историю, я должен с помощью навыков реагировать на нее. Именно, все верно. Ты берешь на себя роль. Итак, отвечаем, как в предыдущих случаях. Санитар капитана, отбой. Ого! Инопланетяне атаковали корабль твоей команды, который перевозит уникальный звездный генератор.
Выжил только ты. Мне нравится. Ты с трудом сбежал с космического корабля на спасательной капсуле и приземлился на странной планете. И я выучу ее. Нет, на планете ты наткнулся на летающую голову. А потом ты сражаешься со страшным чудовищем на планете, а затем продолжаешь свой путь. Звучит не очень складно, как по мне. В соседнем городе ты покупаешь небольшой корабль, который нужно вымыть. Нет, тебе удается долететь до корабля со звездным генератором и проникнуть внутрь. Применяя свой интеллект на полную, ты обманываешь инопланетян и пробираешься к компьютеру звездного генератора, чтобы... Вычистить его. Ха, вот это по мне. Где этот звездный генератор, который нужно вычистить? А прямо здесь, на полу. Тогда я приступаю. Санитар-капитан отбой и избавиться от грязи, чтобы сохранить мир таким, каким... Блин, я не могу. А можно его ко мне в квартиру? Он мне тоже уберется? Либо в гараж? Но с разводами, конечно, некачественно. Ну, ладно. Итак, мы видим, как светится свет. А мы опять должны собирать мозаику. Мой, тщательней мой. Ну, именно на этом моменте мы с вами, ребята, прерываем нашу серию. Мы продолжим именно уже в следующей серии. Не переключайтесь и всем пока.